Здравствуйте, мои уважаемые спонсоры. С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Не перестаю вас благодарить за поддержку моего YouTube-канала. Это вдохновляет, стимулирует. И сегодня я вам притащила интересную тему неумения оценить. Начну немного издалека. Когда у нас реалистичное представление о себе, мы находимся в своих реальных границах. Мы понимаем, кто мы понимаем, в чем наши слабости, сильные стороны. И также мы понимаем круг своих возможностей, он весьма ограничен. Нам можно дать любые инструкции, но какие бы они гениальные не были, у нас все равно есть свои ограниченные возможности. Когда человек слышит фразу «ограниченные возможности», чаще всего он взрывается и говорит: «Нет, они безграничные, я готов, я могу все». И ты ему говоришь: «Ну, давай делай». И он не может. То есть возможности все-таки ограничены. Но когда человек не ассоциирует себя с реальным «я», он себя ассоциирует с придуманным образом, то у придуманного образа, в этом фантазме, там все безграничное. И человеку кажется, что он бы мог и балериной стать, и писателем стать, и кем он только, кем угодно он мог бы стать. Потому что там фантазм, там пространство его мечт, пространство его фантазий. Это безграничное пространство, оно создает некое в каких-то там направлениях назвали бы таким нарциссическим это пространство, потому что там человек великолепен. И чем это пространство больше, чем оно не соотнесено с реальностью, тем более жалким, убогим человеку кажется он реальный. И он как будто обжигается, проваливаясь в него. Он как будто свергнутый с небес ангел, упавший на землю. То есть реальное «я» для человека невыносимо, потому что у него раскормленное, раздутое вот это вот фантазирование о себе. Люди с таким раздутым фантазированием, они не умеют ценить. Это похоже на кукушонка, которого кормишь, которому все время мало. Вот мы тоже так кормим это раздутое, придуманное «я», идеалистичное. Что бы мы ни сделали, все время мало, все время есть недовольство. И вот в ролике в пятницу для не в прошлую, а позапрошлую, там, где я рассказывала про, помните, какой ты себе начальник. Вот последний пункт был именно про невозможность быть удовлетворенным. Вот это именно про невозможность быть удовлетворенным ничем. Такие люди с этим громадным пространством идеалистичного — это люди обесценивающие. У них так вот интересно, они, с одной стороны, сверхценные именно с вот этой своей добавкой. И все, что они делают, сверхумно, сверхценно, но в то же время у них весьма пренебрежительное отношение к себе реальному. Такие люди, когда начинают в реальности что-то воплощать, такие люди, убираю это. Когда мы находимся с этим идеалистическим представлением о себе, то когда мы начинаем что-то в реальности воплощать, то все это не жизнеспособно. Эти люди, которые пытались что-то делать, они терпели крах, влазили в долги, у них там не было работы, не было денег, и они опять на кого-то работали, но работая на кого-то, они продолжают обесценивать того, на кого не работают. Вот это удивительный момент, когда я на кого-то работаю, но у меня нету к этому человеку уважения, несмотря на то, что он как бы помогает мне выживать, дает мне зарплату и так далее, и так далее. То есть вот это отсутствующее уважение к чему-то. Отсутствующее уважение к чужому труду, отсутствующее уважение к вложенным силам. И у них, вот таким людям, не таким, все, так, забываю. Когда мы идеалистичны, тогда мы обесцениваем и то, что мы делали, и даже свою судьбу, те события, которые у нас были. То есть как будто мы приходим с таким аннигилятором и перечеркиваем двумя красными линиями всю свою жизнь, всю свою судьбу. Детство, юность, опыт наших партнеров, супругов, мы все это начинаем обесценивать. И мы остаемся как
человек на вокзале, которого обокрали. Мы без ничего, у нас кипит злость, у нас ничего нету, но вот эта вот возможность обесценивать, она нас соединяет с этим вот пространством собственного величия. Когда этого величия много, то вы уже знаете, что будет много и неполноценности. То есть мое величие и моя неполноценность, они равные по объему. Человек, вот это главная причина, из-за которой люди не могут меняться и расти, потому что они уверены в своей правоте, они всегда найдут возможность а, обляпать, испоганить, найти недостатки. А, Они и на людей смотрят, выискивая у них недостатки. Они на процессы смотрят, выискивая их недостатки. То есть это такая постоянная сосредоточенность на плохом для того, чтобы ощутить себя лучше. Вот это вот грандиозность, это грандиозность всех людей, которые не могут реализоваться. Двери в реальность маленькие, а они со своей грандиозностью не могут туда пройти. Как будто нету недостойной работы для них, недостойной зарплаты, недостойной деятельности и так далее, и так далее. Когда мы находимся в соединении со своим вот этим идеальным «я», то мы не можем даже информацию воспринимать, потому что вся информация, она тут же будет обесценена. Человек как будто сосредоточен на том, что он знает. Он услышал 2 знакомых слова и такой: я знаю, про что это. То есть там человек, например, час говорит, он 2 слова: знаю, мама облако, все, я знаю, я понял, я знаю, я понял, я знаю, я понял. И человек таким образом остается в идеалистическом представлении о себе, потому что у него 2 варианта: или быть великим, или быть червем. То есть я или слон, или мышь, или слон, или мышь. Если я что-то не понимаю, я не могу быть реальным человеком, не знающим, не понимающим, которому надо еще поучить, я как будто сразу становлюсь мышью. И поэтому у меня есть мнение по каждому поводу, я могу выносить суждения по каждому поводу. И я не могу ощутить пространство своего незнания. В этой грандиозности всегда присутствует неуважение к чувствам. Так, про неуважение к чувствам я вернусь, я хочу сказать о другом. Вот эта грандиозность, она похожа на большое сито. То есть для того, чтобы чему-то учиться, надо быть именно внимательным к мелочам и деталям. А это такое большое сито, и там остаются, там могут такие только глыбы остаться, а песок просеивается. Я очень хорошо это вижу на сессиях. Например, когда я скрупулезно, внимательно пытаюсь разобрать эти ниточки внутреннего мира, а человек пришел для того, чтобы, как это, царевна-лебедь махнуть, и все, и озеро. И у него все завтра изменилось. И я намываю, я пытаюсь нести эти изменения, и человек приходит, и как будто нашего разговора не было. То есть он все это смыл в унитаз, потому что это недостаточно великое для него. Вот это вот строительство чего-то нового, ну как любого даже дома, начинается там с выкапывания, установления места под фундамент, установления фундамента, привоз кирпичей. То есть это медленный процесс, а человек, как будто если нету дома сразу, то все остальное тут же выливается в унитаз или выбрасывается в мусорку. Точно так же и свой опыт человек как будто меряет такими аршинными шагами и точно так же обесценивает, не вникая, почему так человек прореагировал, почему у меня так получилось. То есть нету рефлексии. Рефлексия там заменена на аутоагрессию. То есть когда мы говорим про рефлексию, мы говорим про анализ. А когда мы говорим про вот это вот обесценивание и избиение, это как раз-таки из идеального «я», реальное «я», которое гнобится. Неуважение к чувствам. И наблюдаю за людьми, и эти люди, у которых слишком много этой грандиозности, у них всегда пренебрежение к чувствам другим. Ну чего ты обиделся, ну чего ты расстроился, ну что тут такого? И вот это постоянное у таких, когда вот у нас много идеального «я», то идет постоянное сдерживание, желание дать совет, сказать, как правильно, научить, указать на недостаток, покритиковать. То есть человек это все делает в голове и сильно-сильно себя сдерживает, чтобы не начать это высказывать вслух. Неуважение к чувствам. Почему? Потому что внутри вот этого мира с идеальным «я» у нас чувства, они аннулированы.
Там есть только 3 чувства. Это боль, что не по-моему, злость, что не по-моему, и стыд за то, что я не самый прекрасный. То есть вот эти 3 чувства, они такие громадные, интенсивные, что ни о какой детализации чувств говорить не приходится. Человек не может тонко чувствовать что-то. Он похож на слона, который, вошел в комнату, и, все высказывания его из этого жестокие. То есть вот эта толстокожесть — это именно, а, оставление чувств в этом маленьком "я". Вот это маленькое "я", оно чувствует. Там есть эмоции, там есть контакт. А вот в этом величии этого контакта нету. И поэтому человек игнорирует собственные чувства, потому что они его тут же возвращает в маленькое "я". И точно так же игнорирует чувства других. У него нету аккуратности в речи, у него нету внимательности к другому. Он может вам кивать головой, говорить: "Да, да, да, да", но, как будто вас слушает. Но на самом деле ему это пофиг. Он это обесценил. И потом вы понимаете, что человек не помнит про то, что вы говорили. То есть вы про это говорили, а он не помнит, потому что он это обесценил. Вот это вот невозможность получать опыт, учиться на ошибках, рефлексировать, потому что это все мелко и это все обесценено. Человек себе как-то это объясняет и продолжает жить. Вот в этом пространстве, где есть идеальное я, человек лишен чувства собственного достоинства. Он относится к себе как к вещи, и к другим тоже относятся как к вещи. Это пространство мира неживых предметов. То есть как будто человек играет в куклы в пластмассовом мире. Вот он с вами обращается, как будто вы не живой, как будто нету чувств. Или же вы, когда в этом состоянии, вы точно так же будете, вы знаете, бывает, когда ты в каких-то своих процессах, или, например, у тебя что-то получилось, и ты такой самодовольный, и ты начинаешь повелительственно разговаривать с другими людьми, там, указывать. Прочитал одну книжку по психологии, уже такой спецпсихолог, уже начинаешь всех учить. Уважения к чувствам нету, потому что эта позиция человек не из своей маленькости, то есть из нереального размера, но которая в грандиозности как маленькость воспринимается, разговаривает из придуманного себя великого. И поэтому его многие высказывания звучат жестоко. Они неуместны. Они именно из-за своей неуместности они ранящие других, потому что человек ляпает из своего великого мира, а кто перед ним, что этот человек переживает, это не интересует. Вот это вот и создается впечатление, что с вами говорят как с пустым местом. Вас не видят. На вас смотрят, вам улыбаются, вам даже кивают головой. Но вы понимаете, как бы это впечатление, как будто ты смотришься в зеркало, оно тебя не отражает. Потому что человек занят самолюбованием собой в этом зеркале. Там есть он, там есть я, еще раз я, еще 10 раз я. То есть другим людям нет возможности там отразиться, потому что все, что они говорят, на это как будто все время набрасывается покрывало обесценивания, покрывало неважности. Вот это ощущение пустого места рядом с таким человеком, что тебя не видят и не слышат, оно, а, вот когда мы относимся к другому как к пустому месту, знаете, мы там озадачены собой: "Что ты говоришь?" Там близкий вам говорит: "Я так расстроилась сегодня, мне это не получилось". "Что? О, Господи!" Тоже проблема. Видите, неуважение к чувствам. И, когда мы говорим: "Ну что, это проблема", кажется, ну, действительно проблема. А когда мы, наоборот, на месте тех, кто жалуется, там: "У меня неприятности", и с нами так разговаривает, мы ощущаем боль. То есть это вот невозможность понять, что другому больно. Этот человек не понимает, что другому больно. Не понимает. А, и вот именно из-за этого успех так страшен. Особенно люди, которые когда-то что-то у них получилось, они как будто до сих пор на этом успехе, они уверены в правоте, они уверены, что умнее других. И а, из-за этого вот возникает эта золотая клетка личности, в которой нет развития.
Лишение чувства собственного достоинства, когда тебя не видят твою индивидуальность. Вот мы переживаем это как лишение чувства собственного достоинства, но этого человека, но в таком режиме там тоже есть лишение себя чувства собственного достоинства. То есть человек также жесток и к себе, он точно так же наплевательски относится к своим чувствам, он точно так же лишает себя чувства собственного достоинства. А, Это неумение ценить — это всегда путь к одиночеству. Это неумение ценить — это всегда путь в регресс, в деградацию личности. Это неумение ценить, оно будет выливаться в манипулятивный стиль общения с другими. То есть человек настолько привыкает жить вот в этом идеальном мире, что другие для него вот эти вот куклы, с которыми я начинаю играть, и они для меня не важны. Мне не хватает терпения не выслушать их. И если я это делаю, я делаю только потому, что так надо. И из-за этой невнимательности чувств человек формален в общении, вы не чувствуете глубины, вы не чувствуете эмоциональной привязанности. Вот это вот ам, исчезновение ощущения, что я эмоционально к кому-то привязан, что мне кто-то дорог, оно говорит о том, что все, в этот идеальный мир мы выскочили. Так, я завершаю. У нас новый вид спонсорства появился. Вот прямо сейчас закончу снимать этот ролик и буду отвечать на присланные вами вопросы. Для тех, кто хочет повысить уровень спонсорства, вот этот стоит $5 приблизительно, это $10 в месяц. То подписывайтесь на этот новый уровень. Вы, подписавшись, сохраните возможность смотреть ролики по вторникам. И еще я буду отвечать. Мне писали, спрашивали, а сколько вопросов можно задать. Но это будет зависеть от количества спонсоров. То есть я пока вот в следующем ролике отвечу на все, а потом как пойдет. Приглашаю вас на коннект. Он уже начнется в субботу на этой неделе. Мы будем там с вами учиться устанавливать контакт с другими. Я с вами прощаюсь. До встречи.